Всем доброго времени суток! Вы на канале Ну что, свяжем? И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я сегодня хочу вам показать очередной несложный, очень оригинальный узорчик. Буду вязать я из пряжи вот такой вот средней толщины. Про пряжу расскажу в конце видео. Крючок у меня будет сегодня вот такой вот, смотрите, 3,5 миллиметра. Вы в свою очередь берете свою пряжу, свой крючок под вашу плотность вязания. Схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она разноцветная, несложная, понятная. Кто уже умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто пока не умеет, повторяйте за руками, у вас обязательно все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 6 петелек плюс 1. Я, получается, набираю 5 раппортов, это будет 30 воздушных петелек, и одна дополнительная 31 воздушная петелька. Вы набираете столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот наш будущий образец. Итак, с новичками мы сейчас провяжем дополнительный вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидами. Повторяйте. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. Накид. Следующую по порядку петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие вот так вот шагаете и провязываете столбики с накидом, ничего не пропускаете, дополнительно ничего не провязываете. Количество по итогу столбиков у вас будет ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. Я набрала 31 воздушную петельку, у меня получится 31 столбик. Несложно, да? Вот эти вот первые 3 петельки, которые мы провязали, они считаются как столбик с накидом. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. Несложно, у вас получится. Ну и в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот провязали столбики с накидом. Ничего сложного. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала воздушная петелька, поворот. Сюда же в верхушку этого столбика столбик без накида. Есть. Теперь 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. Смотрите внимательно. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3 нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. 1, 2, накид. Вернулись сюда же, в этот же столбик, где вы только что провязывали, да? И провязываем сюда еще один столбик с накидом. Получается вот такая вот рогатка. Дальше идем. 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в 3 нырнули. Провязали столбик без накида. Вот такая картина. Дальше повторение. 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. В 3 нырнули. Провязали столбик с накидом. 1. 2 воздушные петельки. Столбик с накидом сюда же вернулись. 2. Получилась рогаточка. 2 воздушные петельки. Пропускаем 2 столбика. И в следующий столбик столбик без накида. Видите? Все. И вот так вот вы чередуете до конца ряда. Столбик без накида, рогатка, столбик без накида, рогатка. Все. Ничего сложного. Схемка перед вами. Давайте самостоятельно до конца ряда. У вас получится. Но в конце ряда я вас встречу. Угу. Так, смотрите, вот провязали практически до конца наши рогаточки. Как мы заканчиваем ряд? Вот последняя рогатка, так, 2 воздушные петельки. Смотрите, пропускаем 2 столбика. И там, где у нас были 3 петельки подъемом предыдущего ряда, в 3-ю петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе, столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь будьте внимательны. Смотрите, делаем накид,
Вот наша рогатка. Так, первая ножка, вторая ножка. Мы сейчас за первую ножку вот таким вот образом заходим сзади наперед. Так, столбик у нас перед крючком. Вытягиваем ниточку и вот так вот ее протягиваем на высоту нашего столбика. Да, как бы столбик с накидом. Держим на крючке, не провязываем. Считаем. Раз. Накид. Точно так же второй раз делаем. Танцуем вокруг ножки. Сзади наперед, столбик перед крючком. Захватили ниточку, вытянули. Подтянули опять ее. 2. Держим, не провязываем. Накид. Точно так же. Вокруг ножки сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку, подтянули. Держим, не провязываем. А вот теперь мы провязываем за один раз все петельки. Смотрите. Раз. И обязательно зафиксируйте, они у вас разбегутся. Оп, воздушной петелькой. Смотрите. По итогу вот такой у нас получается пышный столбик. И он еще будет у нас рельефный, еще и лицевой. Понятно? Идем дальше. Накид. Вот в эту арочку нашей рогатки мы провязываем обычные 3 столбика с накидом. Раз, столбик с накидом. Сюда же 2, столбик с накидом. Сюда же 3, столбик с накидом. Теперь воздушная петелька. И возвращаемся сюда же в эту же арочку и провязываем еще 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. У нас такой вот веерочек формируется, видите? Вот в арочке веерочек. И заканчиваем это полностью сюда, нашу композицию. У нас еще одна ножка есть от рогатки. Будем делать точно такой же пышный столбик рельефный лицевой. Давайте повторим. Накид. Вот наша ножка. Танцуем вокруг ножки сзади наперед. Вот таким вот образом столбик перед крючком. Вытянули ниточку и подтянули на высоту столбика. Держим, не провязываем. Накид. Еще раз. Вокруг ножки танцуем. Оп. Захватили, подтянули. Накид. Еще раз. Третий раз. Оп. Захватили, подтянули. И вот теперь все петельки аккуратненько провязываем за один раз. И обязательно зафиксируйте. Все. Смотрите, что по итогу у нас получается. Вот такой вот немножечко объемный веерочек. Так? Идем дальше. Сразу же перепрыгиваем наши воздушные петельки, столбик, воздушные петельки. Сразу же идем до рогатки, к первой ножке. Точно так же начинаем набирать петельки для нашего пышного столбика. Раз, рельефный, он, помните, да? Опять вокруг ножки танцуем. 2. И точно так же 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Теперь в арочку провязываем веерочек. 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Есть. 1 воздушная петелька. И возвращаемся опять в арочку. Еще 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Есть. Вторая ножка нашей рогатки. Точно так же делаем. Накид. Вытягиваем рабочую ниточку, подтягиваем, держим, не провязываем. Накид, танцуем около столбика, вытягиваем, подтягиваем. Накид, танцуем, вытягиваем, подтягиваем. Провязываем, фиксируем. Как вам? Не сложно? Не сложно. И вот так вот вы провязываете вот такие интересные веерочки объемные около каждой рогаточки. Поняли? Над каждой рогаткой. Все, ничего сложного, повторяйте, схемка перед вами. Если что, перематывайте немножко назад, ставьте видео на нужную вам скорость в настройках, и у вас все обязательно получится. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот наши объемные веерочки, вот такие вот получаются. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот последняя наша рогаточка, мы провязали веерочек, провязали пышные столбики. И смотрите. Вот у нас получается последний столбик без накида, да, предыдущего ряда. Мы в него делаем накид и в него провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Ничего сложного. Далее 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Так, накид. И сюда же вернулись, сюда же. И провязываем столбик с накидом. Ну, такая вот маленькая у нас получается рогаточка здесь выходит. Теперь делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2. Переключаемся вот на наш веерочек. Помните, центральная арочка такая вот из 1 воздушной петельки. В нее провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Дальше смотрите.
вот между нами, нашими пышными столбиками, вот такая вот как бы арочка сформировалась. Мы в нее провязываем столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, и сюда же вернулись, провязали еще один столбик с накидом 2. То есть вот такая вот рогаточка получается. Опять 2 воздушные петельки, 1, 2, переключаемся, вот наш веерочек, центральная арочка из одной воздушной петельки, в нее провязываем столбик без накида. И у нас получается, смотрите, такая же картина, которую мы провязывали вот в нашем первом ряду с рогатками, только смещено в шахматном порядке. Понятно? 2 воздушные петельки. Дальше, вот между нашими веерочками, вот эта вот арочка. И мы в нее провязываем рогатку. Столбик с накидом 1. Опять 2 воздушные петельки. Вернулись сюда же, столбик с накидом 2. 2 воздушные петельки. И вот в арочку из одной воздушной петельки сюда столбик без накида. Поняли? То есть мы повторяем точь-точь вот наши рогатки. Все, ничего сложного. Давайте, схемка перед вами, самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот провязали наши рогаточки новые в шахматном порядке до конца ряда. Как мы заканчиваем наш ряд? Смотрите, вот мы провязали столбик без накида в предыдущую арочку, да, предыдущего нашего веерочка. 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь, помните, у нас здесь были 3 петельки подъема. Так вот, аккуратненько в 3-ю петельку нырнули и провязываем столбик с накидом 1, 1 воздушная петелька, и вернулись сюда же и провязали столбик с накидом 2. Все, наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Там, где у нас 1 воздушная петелька, вот наша арочка, в нее провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же 2, сюда же 3. У нас как бы получается здесь половинка веерочка, да, не полностью веерочек, а половинка. И у нас здесь остается вторая ножка нашей рогатки. Вот около нее делаем пышный столбик. Накид. Танцуем вокруг столбика. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку, подтянули. Держим, не провязываем. 1. Накид. Точно так же 2. Накид. Точно так же 3. А вот теперь все вместе провязали и зафиксировали. Вспомнили, так? Дальше переключаемся сразу же на следующую рогатку. Сразу же. Вот первая ножка, вторая ножка. И точно так же делаем пышный столбик, рельефный, лицевой. Набираем петельки. 1, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Провязали все вместе, зафиксировали. Теперь вот в эту арочку провязываем веерочек. Вначале 3 столбика с накидом. 1 столбик с накидом, сюда же 2, сюда же 3. Воздушная петелька. Возвращаемся сюда же, провязываем еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязываю быстро, потому что мы с вами уже так вязали. Помните, да? И вот наша вторая ножка нашей рогатки. Точно так же делаем пышный рельефный лицевой столбик вокруг этой ножки. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Поняли, да? То есть мы повторяем вот точь-в-точь наши вот эти вот веерочки, только они также смещены просто в шахматном порядке. Ничего сложного. И опять вот следующая рогаточка. Около одной ножки начинайте танцевать. 1, 2, 3. Поняли, да? Провязали, зафиксировали. Веерочек в арочку. 1, 2, 3. Воздушная петелька и опять вернулись сюда же. 1, 2, 3. И опять пышный рельефный столбик. Лицевой. 1, 2, 3. Поняли, да? Все, ничего сложного. Шагаем по нашим рогаткам и провязываем точно такие же веерочки, как вы провязывали вот в предыдущем ряду. Угу. Вот такой вот объемчик начинает появляться, очень интересный. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот еще один ряд провязали наших веерочков. Вот такая получается красота. Начинали мы половинкой веерочка и заканчиваем половинкой. То есть одну ножку мы провязали рельефными лицевыми столбиками, да, ну, пышными получается столбиком. 3 воздушные петельки сделали. И смотрите, накид
там, где у нас были 3 петельки подъемом предыдущего ряда, аккуратненько в третью петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Далее, смотрите, 1 воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки, и вот между нашими веерочками арочка, точно так же в нее провязываем рогатку. Столбик с накидом 1, 2 воздушные петельки, и сюда же столбик с накидом 2. Угу. 2 воздушные петельки, переключаемся на веерочек, там, где у нас была арочка из 1 воздушной петельки, и в нее провязываем столбик без накида. Поняли? То есть сейчас мы провязываем точь-точь, как вот наш первый ряд узорчика. Понятно? У нас получается узорчик из 2 рядов. Рогатка, веерочек. Потом смещается в шахматном порядке рогатка, веерочек. Потом опять возвращается рогатка, над ней будет веерочек. Поняли? То есть сам по себе узорчик 2 ряда. Но раппорт вертикальный будет 4. 1, 2, 3, 4. Потом опять 1, 2, 3, 4. Все. Вообще ничего сложного. Давайте самостоятельно увеличите образец несколько рядочков. Посмотрим, что получится. Ну, уже видно, что получается очень оригинально и необычно, да, в копилочку ваших узорчиков. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится обязательно. Итак, в видео я использовала пряжу, смотрите какую. Называется она Alize My Baby. Смотрите, в моточке 50 грамм, в 50 граммах 150 метров. Идем дальше. Цвет, если кому-то понравился цвет, смотрите, 21. На камеру передается такой же, как он есть на самом деле. И нам здесь советуют производители, смотрите, берите крючок от 2 до 3. Ну, я под свою плотность вязания, под узорчик взяла 3,5. Это 100% акрил. Все. Вот такая вот у меня сегодня была пряжа. Выберите любую, какая у вас есть. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Видите, такие интересные цветочки объемные выходят у нас. И узорчик у нас односторонний. Смотрите, видите, изнаночка. Все ровненько, аккуратненько, не стыдно показать. Вот лицевая сторона. Видите, какая она интересная, необычная. Пробуйте вязать из разных ниточек. Можете несколько рядочков одним цветом, другим. Пробуйте, смотрите, вяжите из разной пряжи. Из разной пряжи узорчик выглядит совсем по-разному. Берите летнюю, демисезонную, зимнюю на ваше усмотрение. Итак, из моей пряжи вот так вот тянется узорчик. И вот так вот еще больше тянется узорчик. Смотрите, он совсем-совсем не сложный. То есть его можно применить для шарфиков, для жилеток, для кардиганов. Опять же, в зависимости от того, какая пряжа. Летняя, демисезонная, зимняя. То есть пробуйте, вяжите. Узорчик не новый. Возможно, вы им уже что-то вязали. Если вязали, рассказывайте, что у вас получилось, понравилось ли вам. Да, пышные столбики кушают много пряжи. То есть узор обжора, да? Но оно того стоит, согласитесь, да? Вы можете здесь пышные столбики делать не 3 петельки, да, 3 накида, а можете и 4, и 5, и 7. Будет выглядеть более эффектно, но, естественно, пряжа скушает еще больше. Давайте замеряем сегодняшнюю красоту моей рукой, моей пряжей, моей плотностью вязания, моим крючком, так? Уточняю, потому что у всех все может быть по-разному. Даже один и тот же крючок, одна и та же пряжа, плотность может быть разная. Поэтому обязательно вяжите образец своей рукой. Итак, 31 воздушная петелька, вот, 20 сантиметров. И тут получается у нас рогаточки и веерочки, 2 ряда, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И с новичками я провязывала еще один ряд, 11. Так, смотрим. Вот, смотрите, 11 сантиметров, представляете? Вот, 11 рядочков, 11 сантиметров. Здорово, здорово. Вы спросите, Оля, как заканчивать данный непосредственно, ну, как вот данный краешек, да, он будет у вас волнистым. Во-первых, вы можете изделие перевернуть, если хотите неровный край, да, у вас будет волнистый низ. Вы можете сделать как? Когда на этапе будете провязывать рогаточки, на этом этапе остановитесь и провязывайте дальше столбиками без накида, либо столбиками с накидом просто в рядочек. Либо вы можете сделать как? Веерочки наоборот. То есть вы берете много-много-много столбиков, провязываете с одной общей верхушкой. Понятно? Дальше сделали 3 номер воздушные петельки, соединились с арочкой, опять 3 воздушные петельки и соединяете много столбиков, да, тут получается у вас, наверное, будет столбиков 7. Вы их соединяете наоборот, получается, с общей верхушкой, поняли? Еще есть вариант, когда вы провязываете там, где верхний столбик, самый высокий, вы провязываете столбик без накида.
полустолбик с накидом, столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Поняли? То есть высоту столбика будете увеличивать, а потом опять заново уменьшать, и у вас верхушечка будет ровная. Пробуйте, экспериментируйте, вяжите. Вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Не забывайте писать комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо большое. И нажимайте на кнопочку спонсорства. Тоже спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте свои плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.